Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, поскольку мне скинули определенный ролик про чернокнижие, веретничество, я об этом снимала, я даже не знаю, сколько лет назад. 7-8 лет назад, может, больше. Но я рассказала поверхностно, собственно, объясняя, когда этот феномен появился вот в том качестве, в котором мы знаем с вами. Он появился в 90-е, это так, но имеет за собой более такие, наверное, древние корни. Это явление, это течение колдовства. Однако вот в том виде, в котором мы знаем вот это вот бесопоклонничество и запутанность, невнятность в заговорах, ритуалах, наверняка встречали иже без тебе пока поклонюся, иже ход творимый, иже бесами там пекловыми и так далее. Вот когда я такое встречаю, я сразу понимаю, что здесь ничего умного, интересного нет. Это просто для красоты, для такого, как бы сказать, нагнание жути, знаете, показное такое вот, показной страх, жуть, что-то такое таинственное, страшное, дано не каждому. И если вы обратите внимание на подобные заговоры, там практически ни о чем. Вот если так эти «иже» и прочие слова убрать, а почему это делается? Это делается для того, чтобы показать читателю, как бы якобы это взято издревле. Те же самые тетради, как там, черные ведьмы, Аглаи. Аглая была такая ведьма, но это не ее тетради, точно не такие абсурдные вещи делала Аглая. Понимаете, в древние времена было больше аскетизма, и техника была более простая. Для того, чтобы быстро получить желаемое. Вот вспомните деревенское колдовство, когда приходили к бабушке какой-нибудь, стоит стакан, в стакане зерно, в зерне стоит свеча, сделанная вручную. Зажигается эта свеча, обводится вокруг головы человека, булавка, не знаю, там ножницы, вода, на которой заговаривается, воск капается, лицо моется, все. И человек, можно сказать, спасен. После этого у него жизнь меняется. Вот нет этих выкрутасов, этих умудренностей, о которых чаще всего любят писать. Почему возникло это течение 90-е годы? Потому что страна развалилась, люди были растеряны. Вот у вас есть такая добрая, любящая матушка, которая печет вам пирожки, готовит кушать, стирает, моет, заправляет вам постель, топит с утра печь. И вы привыкаете, что у вас есть эта матушка, которая о вас заботится, вас любит. И в какой-то момент эта матушка утром просыпается, вас выкидывает на улицу, закрывает дверь и говорите, живите как... То есть говорит, выживайте как хотите. Вот случилось то же самое с Советским Союзом. Несколько поколений людей, которые привыкли, что государство дает образование, государство дает лечение, государство устраивает на работу, государство дает квартиры, государство отправляет на командировку куда-нибудь, оплачивает. В какой-то момент не стало государства, ничего не стало. Люди остались просто в воздухе. Многие взялись за челночные сумки, поехали в Турцию, в Китай, начали тащить дешевую продукцию, продавать, как-нибудь выживать. Профессора схватились за веники, метлы, начали подметать дворы.
Некоторые спились, некоторые повесились. Все. Началась Великая депрессия. И в такие времена, в такие моменты люди начинают искать спасение. Появляются всякие Кашпировские, Чумаки и так далее. Отчасти, чтобы отвлечь людей от основных проблем, отчасти, потому что они пользуются этим моментом. Всегда во все тяжкие времена для человечества находились какие-то лжеспасители, которые говорили, что они знают какую-то истину, которая всех спасет. Поэтому идите за мной, я вам покажу, как надо, чего надо и так далее. И несите свои денежки. В это время, в этот момент психоза, видя, что люди кинулись во все тяжкие, какая-то матушка Богородица появилась с такой огромной гулей на башке, начала выступать по телевидению, что она какое-то перевоплощение, реинкарнации матушки Богородицы. Хотя в христианстве реинкарнации не присутствует и не существует, что душа один раз уходит и навсегда. И все кинулись туда. Какой-то отрок был, который сказал, что как только появятся бесовские машины, это вот эти вот, как их называют, представляете? Забыла. В общем, куда мы деньги кладем и снимаем. Ужас. Что народ, человечество пойдет к погибели. Появились различные секты, призывающие людей жить в тайге. Появился такой писатель, по-моему, его Мегре, что ли, звали. Он так подписывался, если я не ошибаюсь. Который написал про чудесницу, кудесницу, Анастасию. Люди рынулись туда, в тайгу, искать эту Анастасию, жить там. Может быть, она появится к ним. Хотя он даже 100 раз потом говорил, что это художественная выдумка, но это не останавливало. Появились всякие МММы, и Леня Голубков, и Марина Петровна или Ивановна, которая там всех убеждала, чтобы покупали ваучеры. В общем, появилось некое мракобесие, как бывает при развале больших империй и при вот этом времени перемен. Был холод, голод, люди не получали зарплаты годами. Людям нужно было какое-то утешение, спасение, что их кто-то видит, слышит и помогает. И этим моментом умело воспользовались огромное количество аферистов. Был среди них и некий Юрий Лонга, который воскрешал мертвых, помните? Он сам выступил, сказал, что это все был театр. Тот самый мертвец говорил. Он говорил, что у них в театре денег не хватало, и они играли в разных проектах. Вот его попросили изобразить якобы мертвого, который поднимается. А медсестра, которая падает в обморок, это жена Юрия Лонга, Марина ее звали. И что она упала в обморок не из-за страха, а потому что там воздух был жуткий, запах стоял ужасный, и все как-то так получилось оригинально и к месту. Но все равно некоторые считают, что Юрий Лонга великий маг, чародей и прочее, прочее. Его сейчас нет, он умер. Итак, появилось целое созвездие журналистов, чьи первые имена составляли имя Мансур. По-моему, Мамадов, Александров, Суров, Усманов, да, и Ревенко, что ли, или Реченко, я не помню сейчас точно. И образовалось слово Мансур. И это не один человек, это не колдун Мансур. Ну, сейчас некоторые называют себя этим именем, но именно вот в тот момент, 90-х, который написал вот эти все тетради Аглаи, значит, черные книги каких-то великих колдунов, ведьм и так далее, это просто созвездие, так называемое, плеяда, если хотите так называть людей, которые одной профессии объединяются и, значит, вместе совместно что-то создают. И вот создалось вот это Мансур.
И когда ты читаешь, ты понимаешь, что это просто литераторы, не имеющие понятия магии. Там сплошной абсурд. Отнести черную курицу, закопать, значит, на кладбище где-то там, где младенческая могила, призвать какого-то беса, созвать сатану, да придет сатана, да его царствие придет, и бес сюда, чтобы пришел, и черти там кружили и так далее. То есть абсолютный абсурд. Младенческое кладбище, могила, которая вообще не используется в работах, это в редких случаях, и то, если нагнать там бедность на человека. Вообще колдуны стараются обходить именно всего, что касается младенцев и так далее. Закопать этого петуха непонятно почему туда. Какого-то сатану вызвать, еще и беса призвать, и всякие там черти, которые абсолютно разные, совершенно разные силы. Это абсурдность. Вот это течение, то самое, которое зародилось в 90-е, я называю новоделом и не самым умным. Поэтому он у настоящих мастеров он не нашел отклика и не прижился. Он прижился у кустаря, он прижился у людей, которые понятия не имеют о магии, просто лезут. И им нравится вот эта жуткость, понимаете, нагнание жути. Вот бесы же там, сатану же зовут, вот каких-то великих чертей, принцев ада призывают и так далее. Это именно для дилетантов, для людей, которые ничего в этом не мыслят, не понимают. Им кажется, что чем страшнее, чем тяжелее, чем какие-то, как сказать, необычнее, сложнее ритуалы, тем они сработают, и это есть, вот это даст им силу. Это совершенно не так. И в колдовском мире ни этот Мансур, ни то самое чернокнижие 90-х, соборное колдовство и так далее, не нашли никакой отклик. Они остались просто на сайтах. И я мало знаю людей, которые могут сказать, точнее вообще не знаю, не встречала, которые могут сказать, что использовали вот эти ритуалы Мансура, и у них сработало или помогло. Абсолютно. Там абсурдные, нелогичные связки слов и действий. Пойдемте далее. Итак, более, наверное, углубленно изучим с вами, что такое чернокнижие, веретник и соборное колдовство. Так вот, мне скинули этот ролик. Я не хочу смотреть. Объясню, почему. Это отвлечет меня от основной информации. Вот то, что я хочу сказать. Это может меня отвлечь. Это лишняя информация, которая мне не нужна. Я более чем уверена, что все, что я думаю о том, там и сказано, собственно говоря, они слишком предсказуемы, эти люди. Но я данного юноши ролик смотреть не собираюсь. Там ничего умного я не найду. Это просто меня собьет. Немножко, будет отвлекать от основной темы. Я сама расскажу, что это такое. Чернокнижие. Изначально из древних времен понятие чернокнижие, естественно, существовало и существует по сей день. По-другому называли книжники, черницы, человек, знающий, видящий, понимающий черную книгу. Это не обязательно в дословном понимании черная книга какая-то была. Ее должны были изучить. У нас дома, например, лежала такая книга, Севгирь называется, «Черное писание», если так перевести. Это более армянское, древнее вот такое колдовство, но там рецепты, там какие-то значения трав, которые малоизвестны, там на какую луну что нужно говорить и так далее. Тоже черная книга, можно сказать, чернокнижье. Так называли людей, которые знали тайные знания. То, что дано не всем. Темные знания. Темные или тьма, это не означает... Вообще тьма в русском языке означает множество. Помните, тьма тьмущая.
множество, огромное количество и тайное количество. То есть это тайна, невидимое множество. Вот так, да, правильно будет. Поэтому тьма – это тайное знание, это не зло. И слово «черное» означает, что это все таинство, закрыто. В темноте, ночью это делается. То есть не все это видят, не все знают, что это такое. Поэтому это черное, это темное, скрытое. Так называли колдунов, всех колдунов. И меня можно так назвать, в принципе. Всех колдунов, всех ведьм, которым дана была информация, знания, которые не даны другим, их называли чернокнижники, черницы. Это были продолжители жреческих каст, и они существовали и на заре христианства, и сейчас. Служители черного культа, то есть посредники между темными силами и людьми, между темными богами и людьми, вообще между богами и людьми. Это люди, которые знали, как правильно обращаться к этой силе, могли научить человека, могли сами за него обратиться, ну, на определенных условиях. Где-то нужна была плата, где-то нет и так далее. То есть чернокнижники – это колдуны. Туда входили и алхимики, и ученые, которые пользовались и тайными знаниями. Такими могли быть названы и мистические писатели, которым было дано то, что не дано другим, такой как Булгаков, например, как Гоголь. Они считали, что они получают, черпают информацию извне. Гоголь вообще состоял в какой-то тайной организации, где часто вызывали души великих людей. Даниэль Дефо таким назывался. Он не просто так написал Робинзона Круза. Однажды во время спиритического сеанса в городах любили, такие кружки были, спиритические кружки, оккультные кружки. Вызвали дух человека, который сказал, что зовут его, значит, капитан Робинзон Крузо. Его корабль потерпел крушение, но он умер на том острове. И когда он навел справки, оказалось, что действительно такой человек был. Но его родственников уже нет в живых, потому что это произошло 2 века до них. И он, вдохновленный вот этим, всю ночь не спал и начал писать свою книгу про Робинзона Крузо. То есть это душа сказала ему, подсказала. Чернокнижником называли известного археолога, извиняюсь, который обнаружил Трою. Генрих Шлиман. Он был обычный черный копатель, скажем так, дилетант. Он не был таким профессиональным историком, но он очень любил вызывать духов. Он очень любил общаться с потусторонним миром. У него было несколько друзей, с которыми они часто собирались и этим занимались. И он через духов начал искать Трою. И он нашел Трою. И его жена сфотографирована в этих всех украшениях Елены. Как ему кажется, царица Елены. Может, конечно, это не Елены украшения. В любом случае так было сказано. Многие архитекторы, и архитекторы тоже, да, извиняюсь, чертили свои проекты благодаря призыву духов. Они с ними связывались и узнавали определенную информацию. Люди давно поняли, что есть духовный мир, и что оно там все разнообразно, и что духам дано видеть больше, чем людям, естественно. И они с помощью этих сил открывали что-то миру, узнавали, писали книги, делали оригинальные, неповторимые открытия. Один из архитекторов, археологов, да что такое вечно есть у меня. Один из археологов постоянно, который находил и гробницы, и, значит, в Европе нашел известную усыпальницу первых английских королей, значит, англосаксонского еще происхождения
Годвинов, насколько я помню. Монахи заподозрили его в связи с нечистой. Обычно так бывает, когда у человека очень много талантов, очень много знаний, сразу говорят: ой, это связано с нечистой силой, темной силой и так далее. Они подслушали, с кем он разговаривает, что он делает, ворвались в его комнату и увидели спиритическую доску. После этого отказались с ним сотрудничать. То есть люди удивительно устроены. Человек приносил пользу. Он приносил пользу. Какая разница, с кем он общался? Нет. Если ты общаешься с духами, твоя польза не нужна. Один из известных чернокнижников, представитель известной династии Брюсов, Яков Брюс, живший в XVIII веке, в начале XVIII века, которому была предоставлена Сухаревская башня как его лаборатория, где он различные опыты проводил и как ученый, и как алхимик, и как колдун. К нему приходили очень известные люди, к нему приходили высокопоставленные сановники, и он многим помогал решать их вопросы. И поэтому жил очень богато, имел огромное имение, его щедро одаривали за его помощь. Так что вот первая часть насчет чернокнижников. Чернокнижниками называли колдунов. Всех мастей. Но как разделилось на сибирское чернокнижье, на равнинное чернокнижье, это уже постепенно, когда начали осваивать и начали покорять народности, племена, живущие в Сибири, живущие на Дальнем Востоке, постепенно начали распространяться вот эти вот течения там. Христианство пыталось перетянуть в свою сторону. Шла насильственная христианизация, крещение этих народностей севера. У них был тенгризм, шаманизм. У некоторых из них там еще какие-то свои верования различные, которые до сих пор остались наряду с христианством. И возникло определенные течения не только среди, знаете, даже не среди колдунов, а среди людей, которые поклонялись своим древним культам. Они начали сопротивляться христианству, как могли. Люди были не очень грамотные, а зачастую вообще неграмотные, писать, читать не умели. И насколько им читали Библию, что вот есть Бог, а есть антипод Бога, сатана. Мы про сатану уже говорили с вами, что это всего лишь вселенская сила, которая абсолютно безразлична человеческим страстям. Ему даже безразлично, что про него плохо говорят. Настолько ему все равно, что там говорят, как это, как, знаете, как тигру безразлично, что о нем говорят там клопы, например. Вот то же самое. Он даже не собирается доказывать человечеству, что он не такой, как о нем говорят. Ему все равно. Вот в Библии нашли антипод. Это сатана. Хотя там тоже четко и ясно сказано про дьявола, Люцифера и сатану. Это не один и тот же темный бог. Не одна и та же сущность. Но и вот началось сопротивление христианству. И, значит, этих людей, эти течения христианства начало называть еретиками, то есть отступниками, как называли и в Европе. Но на наш манер их начали называть веретники. Вот так и осталось. Так вот, в чем была суть веретничества? Раз у христиан есть Бог, есть сатана, так надо просить, надо стремиться, надо хотеть, чтобы сатана пришел и сверг этого христианского бога. Вот так считали веретники. Они были люди малограмотные, они не понимали
всей сути христианства, они не понимали всю Библию, им это было и не очень, наверное, нужно. Но раз уж проповедовали, значит, батюшки о том, что вот есть сатана, искуситель, там, он плохой, а боженька хороший, и к нему идите, он вас любит, а сатана вас не любит, и так далее. И они, значит, решили для себя, что все, что христианская святыня, она должна быть извергнута, она должна быть разбита, сожжена. Началось вот это хуление, поплевывание у алтаря, проклятия, насланные на батюшку, что еще там могли делать? Иконы разрубить или перевернуть, носить перевернутые кресты как символ оппозиции христианства. То есть вот мы вот наоборот делаем. Вот у вас вот так крест надо носить, а мы вот так вот будем носить. Значит, хуление, оскорбление в сторону этих сил. Ну, еще в христианстве, естественно, все, что было языческое, все, что было древнее, их окрестили бесовщиной. Вот, бесы. Ну, раз бесовщина, раз бесы против христианства, то надо, значит, бесов умилостивить, значит, надо бесов порадовать. Значит, нужно иконы разбивать, чтобы бесы радовались. Вот так считалось в еретничестве. То есть народ своими силами, как мог, не понимая сути до конца христианства, в чем вообще суть христианства и о чем речь, этот народ начал, значит, вот таким образом сопротивляться. Ну, раз в христианстве есть боженька, есть сатана, то пусть сатана извергнет этого боженьку и придет, а мы будем помогать, мы будем всячески, значит, как бы сказать, поганить эти святыни, как возможно, тайно, или там выкрасть икону, разбить где-то на перекрестке, сжечь, бесов порадовать. Вот видите, мы помогаем вам, чтобы ваша власть быстрее утвердилась. И, значит, перевернуть христианские молитвы, вместо Бога сказать, чтобы пришло царствие сатаны и так далее. Вот в этом была суть веретничества. Согласитесь, если честно, вот так подумать, весьма наивно, бесплодно, значит, надежда на то, что христианство таким образом ослабнет и уйдет, и они вернутся обратно к своим богам. То есть считалось, что вот если мы сейчас будем помогать бесам, там, сатане и так далее, и христианство ослабнет из-за этого, что мы вот святыни начали крушить и хулить и уничтожать, то вот мы освободимся от христианства, и все будет как раньше, и сатана, вот в благодарность за все, что мы для него делаем, вернет нас обратно к нашим богам, и больше нас не будут заставлять, значит, молиться, креститься и так далее. Вот такой вот период веретничества, который через некоторое время угасло. Она угасла, исчезла, и про это было написано во многих летописях. Но поскольку батюшки что хотели? Батюшки показывали, мол, вот смотрите, вот кто занимается магией, кто вот занимается волшебством и так далее, колдовством, смотрите, как они с ума сходят, какие они нечестивцы, как они ломают иконы, что они там творят. Вот это все колдуны. И вот с того времени начали считать, что вот сибирское колдовство, сибирские чернокнижники, вот это те самые веретники, которые все ломают, крушат и уничтожают. И эти два понятия соединили. Хотя это совершенно не так, и колдуны так не поступают. Они уважают любую силу, они прекрасно понимают, что крушением каких-то икон, ломанием крестов или переворачиванием креста и ношением на шее абсолютно ничего ты не сделаешь христианству, ты навредишь себе, потому что ты, как бы сказать, трогаешь силу, силовое поле. Ну, тогда не называли эгрегор, силу трогаешь. А силу трогать нельзя никакую. Каждую силу надо уважать. И, естественно, поняв, что это все как бы никуда не исчезло, и христианство никуда не делось, и уже не жгли людей, а хоронили, христианство возникло на почве авраамических религий, и, собственно говоря, взяв
вобрав в себе и греческую мифологию, тоже представление про ад, значит, свои традиции, обычаи народов, перевернув и сделав их христианскими, там, под Рождество это все подогнав и прочее, вот формируется новая религия, новая сила, которая начинает долгое время существовать. Ну вот в общем и в целом истории более 2000 лет, ну, у каждого народа свое. В принципе, Русь, можно сказать, на пике своего становления приняло христианство, начиная от Ольги и дальше уже Владимира Крестителя. Ну, можно сказать, уже 1000 с чем-то лет Русь христианская, изначально христианская. Поэтому вы понимаете, что завоевывая эти северные ханства, завоевывая южные ханства, постепенно нагоняя туда все свое, и местное население, переделывая под христианские все эти догматы, марийцы, там, финно-угорские племена, да, значит, кто у нас еще? Чуваши, это уже племена алтайско-тюркско-монгольские, они перемешаны. Чуваш тоже на две категории делится. Значит, далее идут уже северные ханства, это у нас уже Чукотия, значит, якуты и так далее. Вот народы, которые испокон веков держались за свое, постепенно внедрять в них христианство. Как мы видим, оно все-таки не возымело эффекта, потому что очень малое количество там осталось христиан до сих пор. Больше эти люди придерживаются своих языческих древних традиций. Но поскольку христианство уже пришло, почему я говорю, что все переплетено и что колдовство, конечно же, безусловно, пользуется и христианскими элементами. Точно так же, как христианство пользуется языческими элементами. То же самое изображение Бога, тот же самый храм, тот же самый тип круглый для собирания энергии, точно так же и свечи, которые зажигались в древние времена, чтобы душам дать энергию, силу, энергию огня. Мы зажигаем, ну, в Библии, если откроете, там нигде не сказано, свечи поставьте, это сделать. Это все уже пришло дальше. Потом начинается житие святых, потом начинаются, значит, богословы начинают писать свои версии, да, различные, объясняя все догматы христианства и прочее. Но это все остается в центральной России. Дальше она особо не передвигается. Но поскольку там строятся храмы, поскольку есть кладбища, и эти народы тоже, переняв эту традицию, начали хоронить своих мертвых. Естественно, если раньше люди шли для того, чтобы просить у своих предков в определенных местах, там какая-то была священная роща, возле капища, там, где жгли, возле реки и так далее. Теперь, ну, римляне вообще дома ставили изображения, там какие-то культы предков, и дома у них был алтарь предков. Так вот, теперь уже стало по-другому, стало попроще, потому что вот похоронили, вот могила, вот ты сюда зовешь, его душа приходит, слышит тебя, что ты хочешь, и помогает. Потом эти кладбища стали заброшены, естественно. Люди умирали, уезжали, уходили. Заброшенные кладбища, неухоженные, когда к мертвым никто не ходит долго. Постепенно они становятся гиблыми местами, становятся черными кладбищами, черными погостами, потому что там уже накапливается отрицательная энергия больше. Когда человеческого хождения нет постоянно, то там уже накапливается вот не очень хорошая энергия. Вот то же самое можно сказать про заброшенные дома. Если долго люди там не живут, дом начинает болеть и рушиться. Вы это знаете. Даже новый дом начинает рушиться. Просто нет человеческого духа там. Почему? И там селятся темные силы. Вот поэтому не рекомендуется дом, который вы купили, и где люди давно не жили, сразу же вселяться. Поэтому пускают сначала кота, поэтому перед этим то ли освещают, то ли очищают, кто как может, согласно своей традиции, потому что нужно сначала выгнать их оттуда. Вот, например, у мусульман, если 7 лет в этом доме никто не жил, значит, там живут джинны.
И там обязательно нужно провести какой-то обряд, ритуал только после этого, не сразу вселиться, а подождать, посмотреть, потом постепенно вселяться. Потому что если ты сразу вселишься, ты как приходишь как хозяин, они еще не успели съехать оттуда, грубо говоря, понимаете, вот из этой серии. Так что магия, конечно, сразу же начала пользоваться всеми возможностями христианского эгрегора. И появилось на этой почве соборное колдовство. Что такое соборное колдовство? Соборное колдовство – это не веретничество, как некоторым кажется. Это одна из ветвь чернокнижья. Соборовать слово вам знакомо? Причастить. Обычно соборуют людей перед смертью. До этого были и соборования. Но сейчас, мне кажется, эта традиция сохранилась только перед смертью. Человека причащают. Он там, значит, признается во всех своих грехах, отпускают ему эти грехи, причащают, говорят ему какие-то вселенские тайны, которые знает только умирающий, должен знать, что там его ждет и так далее. Его, значит, подготавливают к вечной жизни. Вот соборное колдовство от слова не собор, а от слова причаститься к определенным тайнам христианства и этим пользоваться. Ну, например, в чем разница между соборным колдовством, например, и веретничеством? Веретничество – это уже вымершая ветвь, это уже давно вымершая, которую воскресили 90-е годы, и вот коряво, там, искаженная, перевернута вверх ногами, выдали народу. Хочешь счастье получить, неси икону, сожги, не знаю, разбей, и будет тебе счастье. Не будет счастья, будет проклятие, потому что это точно такой же эгрегор, такая же сила, ее трогать нельзя, вообще нельзя. Никогда не поощряйте какие-то такие действия, связанные с церковью, связанные с мечетью. Нельзя их трогать. Они точно так же имеют свою вот эту энергетическую оболочку, и идет обратный удар, очень жуткий. Вот, например, почему, например, если трогать хорошего человека, то наказываются. Знаете почему? Потому что чем больше ты приносишь пользы этому миру, ты отдаешь, чем больше ресурса от тебя уходит, тем сильнее становится твоя оболочка. И трогая тебя, это все равно как зайти вот в эту будку, трансформатор, так называется, да? И вот прям голыми руками схватиться за провода. Одно и то же долбанет и очень сильно. Ресурс. Ты отдаешь ресурс, пока ты ресурсный человек, твоя сила, энергетическое поле, твой эгрегор усиливается. То же самое, неважно, что из себя представляет религия, церковь, мечеть и так далее. Люди туда идут. Да, меньше и меньше мы видим выгорание этого всего, но оно должно произойти само по себе естественным путем, и оно происходит. Все религии, все древние верования, все они постепенно себя исчерпывают и переходят с одной материи на другую. Как там, по-моему, Платон сказал, что материя бессмертна, она с одного переходит на другой, как и человек. Он бессмертен. Его душа выходит, его вот это, его разум, его память, его опыт, все, что есть, оно выходит из него, а тело просто переходит в иную материю, становится землей. С этой земли, значит, растут цветы и, не знаю, деревья. Эти деревья дают плоды, эти плоды люди едят. Понимаете, мы никуда не деваемся, мы вот просто перетекаем с одного на другое. И поэтому оно должно перетекать естественным образом. Как вы уже поняли, веретники в свое время не смогли выгнать батюшку Бога и пригласить сатану, понимаете? Не смогли, даже если они там переворачивали иконы и разбивали или что-то, потому что всему есть свое время. И сатане вообще не нужно приходить куда-либо царствовать. Я вам еще раз говорю, он абсолютно безразличен к человеку вообще. Он выбирает кого-либо, одаривает знаниями, силой и помогает ему эти знания, силы протолкнуть в народ, собрать с людей энергию восхищения, вот энергию радости, эстетического удовольствия. Он этой энергией питает свой эгрегор. Все, больше ему ничего не надо от нас.
Остальное у него есть. Поэтому его приглашать, то есть, знаете, приглашать того, кто царствовать не собирается, весьма глупо. Так вот, когда христианство все-таки осталось, в некоторых местах утвердилось, естественно, что колдуны и ведьмы поняли, что, ну, как говорится, не можешь убрать хаос, возглавь его. Раз оно есть, значит, этим надо пользоваться. Зачем ходить, как в древние времена, за болотные места, чтобы там накликать каких-то темных духов, если, пожалуйста, есть темные погосты. На погостах есть захоронение людей, которые жили нехорошей жизнью. Можно их душу выкликать и куда-то отправлять. На погостах формулируется, значит, определенная темная энергия. Можно его использовать. Погост – это место, где сила смерти усиливается, потому что там мертвые лежат. Это земля мертвая. Там можно убить и человеческую жизнь, и счастье, и удачу, и благополучие, но можно убить и его болезни, и неудачи, и неблагополучие. То есть как используешь, какую программу задашь. На погосте муж и жена лежат вместе, они вечно будут вместе, можно пойти использовать это. Например, сказать, как вы там, ты, Маруся и Коля вечно вместе, так мы со своим мужем будем вечно вместе. Вот когда вы встанете и разойдетесь, тогда мы и разойдемся. Вот и все, а до той поры будем вместе. Вот как вы мертвые лежите и домой к себе не пойдете, так я и оставляю здесь свою порчу, и пусть она за мной не ходит. Потом на погосте всегда две вороты должны быть. С одной заходят, ведут умерших хоронить, с другой выходят обычные люди. Захожу в ворота, значит, порченная, идете, выходит через... Выхожу чистая. Пожалуйста, видите, вот сколько можно использовать различных... И вот возникли, и вот написали, и вот, значит... создали, и вот получилась новая линия колдовства. И это нормально, потому что каждое учение, каждая философия, она подвержена переменам, деформации, потому что время идет, ценности меняются, какая-то сила приходит, какая-то уходит, что-то происходит. И естественно, что любая ветвь, любое течение этим пользуется. Сценаристы пишут фильмы согласно нашему времени, там уже телефоны, там уже смартфоны, правильно? Значит, мы же на лошадях не разъезжаем, чтобы показать свою верность средним векам, что мы не согласны, мы хотим в те времена, которые нам нравятся. Нет, мы можем читать книги про средние века, можем какие-то делать красивые антуражи средних веков, не знаю, вещи носить средних веков, нам это нравится. Но мы пользуемся все равно всеми достижениями цивилизации. То же самое и магия. Христианство пришло, оно утвердилось, осталось. Ну, значит, можно этими пользоваться. Почему бы нет? Вот соборное колдовство. Значит, есть одна часть церковное колдовство, вторая часть погостное колдовство. Тоже делится соборное. Вот погостное колдовство – это в основном скидывание болезни или... вообще 99% работы ведьм – это всегда созидательный труд, это не разрушительный. Разрушительный может быть для злого человека, которого наказывают. Разрушительным может быть для тех духов, которых отправили в жизнь человека, их отправляют назад, их, значит, разделяют, отсекают. Да, для них это разрушительно, но для человека положительно влияет. Вот эта вот погостная магия, кладбищенская магия, она тоже относится к соборному колдовству, имеет очень древние корни, аж с начала христианства происходит. А вот вторая часть, например, перевернуть в церкви, там поставить свечу, пойти к бесу Абаре в церковь, еще что-нибудь такое, это уже... другая часть, это вот именно церковная. Но церковной магией пользуется мало кто. Оно малоэффективно. Потому что бесы, друзья мои, это не злые, не добрые силы, это разные силы. У меня есть лекция, значит, «Древо бесов». Откройте, послушайте.
Это различные духи. Там могут быть души умерших, там могут быть природные духи, там могут быть злые духи, там могут быть, скажем так, ангельские существа, которые решили, ушли оттуда, из того эгрегора. Они формируют определенные эгрегоры, они совершенно разные. К ним можно обращаться по разным просьбам. То есть бесы и не хорошие, и не плохие. Но, естественно, христианство сделало их оппозицией, они должны быть плохие. Все, что вне христианства, это все плохое, все бесовщина. Мы об этом сейчас не обсуждаем, потому что это бесполезно говорить об этом. Итак, чернокнижие изначально это колдовство. Это, значит, жреческие династии, продолжители жреческого дела, волховство, да, волхвы. Закрепляем просто в голове, как обычно, после урока. И оно было всегда. И более всего развивалось, когда пришло христианство. Они были черные, черницы, черники, значит, книжники, чернокнижники, колдуны они, всех мастей. Их так назвали. Когда начались завоевательские войны наших князей, все взаимосвязано в истории, когда начали подчинять себе одно ханство за другим, одну дикую степь за другой, значит, неосвоенные северные земли, постепенно, естественно, встречали там племена и народы, которые там жили. И эти народы, было желание, внутренний такой указ, постепенно повернуть в христианство. И у них свои тоже были чернокнижники, это, условно говоря, свои жрецы, свои шаманы и так далее. И они все стали против этой религии, они стали оппозицией. Открыто не показывая враждебность, а иногда и показывая, они, значит, начали по всей вот вокруг вот этих земель, центральных земель России, вот развелось вот это движение еретничества, то есть веретничество, еретики, сопротивление христианству. Каждый кто как умел. И не понимая всей сути христианства, они решили, что если они будут очень активно сопротивляться, это как человеческой власти сопротивляться, значит, царь уйдет. Нет. Если активно будут сопротивляться, вот христиане говорят, что есть Бог, а есть сатана. А давайте сатане поможем, пусть он придет, этого Бога выгонит, и мы вернемся обратно к своим корням. И вот, ставя такую цель, наивную по сути, они начали вот это движение веретничества. Оно существовало несколько веков. Поэтому до сих пор находят, например, где-то в старых избах, значит, разрезанные иконы, перевернутые кресты, разбитые иконы, какие-то слова хуления и так далее. Они находят. В основном это северный, в основном это сибирский регион. Но потом оно постепенно потухло, потому что не дало того результата. И поняли, что она утверждается, эта религия, и никак невозможно ее отодвинуть, и никакой сатана не пришел, не воцарился. И это все закончилось. И поскольку христианство уже пришло, начали пользоваться всем тем, что дает христианство. Церковь, пожалуйста, на церковь начитывать что-то можно от врага, на церковные колокола начитывать. Кладбище, пожалуйста, можно кладбище. Это уже начали называть соборное колдовство, причастие к христианству. То есть, смотрите, без христианства соборного колдовства не будет, не существует, значит, не будет существовать. Почему? Потому что перестанут хоронить, начнут кремировать, это уже не то. Нету церкви, некуда ходить, это все начитывать. Нету кладбища, некуда идти. Это соборное колдовство. А вот те, которые чернокнижники, они обходятся своими силами, своими знаниями. Они больше с природой, они больше, у них больше магия, значит, перекрестков, у них больше магия ветра, воды, магия огня, ну и так далее, вольты и прочее, прочее. Там им собор не нужен. Но если они хотят, если у них есть желание иногда пользоваться благами христианства, наследием христианства, это идти на кладбище или в церковь, в
крайнем случае. Они не идут плевать туда или что-либо делать. Они идут туда брать свечи, перевернуть свечи или взять свечи, которые зажгли после покойника. Там поминальные свечи им нужно для работы. Забрали, ушли. Все. Они никак не касаются. Они очень разумные люди и понимают, что ни одну веру, ни одну религию обижать нельзя. Если ты хочешь с ними мирно жить, не из-за преследований, а просто, чтобы оно тебя не трогало, не имело права тебя трогать, не развязывая им руки. Делая такие вещи, ты им развязываешь руки, даешь Вселенной возможность тебя наказать. Зачем? У них нет морального права тебя трогать. Почему? Потому что ты их тоже не трогаешь. Вот и все. И вот соборное колдовство тоже делится на две ветки. Значит, кладбищенская магия и церковная магия. Теперь, соборное колдовство без христианства ноль. Оно полностью переплетено с христианским эгрегором. Кладбище, церковь. Веретничество. Веретничество начали возрождать в 90-е годы. Чтобы нагнать жути, чтобы было интересно читать, чтобы что-то какое-то новое течение. Веретничество абсолютно бесполезная вещь. Более того, оно вредное. И люди, которые будут этим увлекаться, в конце концов попадут либо в дурку, либо в больницу, либо в могилу. Куда-нибудь из этих трех случаев. Почему? Потому что ни одну силу обижать, оскорблять нельзя. Просто нельзя. Это ни к чему хорошему не приводит. Это дает обратный удар, я объясняла, почему. Остается кто? Основа основ, чернокнижье. То есть настоящее колдовство, которое есть. Так что, друзья мои, вот я вам наглядно объясняю, как в 90-е появилось это новое течение, в искаженном виде, перевернутом виде, и что на самом деле здесь правда, а что миф. Лучше, конечно, обычному человеку не трогать ни один из этих течений. Вообще. Никак. Потому что вы откроете ту тайную дверь, которую вам открывать нельзя. Если чернокнижник дает что-либо делать, объясняет, можно взять, сделать, потому что если это проверенный мастер, только у проверенных мастеров, конечно. А вот самим читать иногда абсурдные, иногда очень зловредные, очень темные, очень черные, очень плохие, скажем так, в понимании, что жизнь перевернут работы существуют. Это вот эти новоиспеченные веретники, которым сказано, что чем больше душ они загубят, чем больше душ они уведут от христианства, тем больше сатана им даст радости, богатства и так далее. Смешно. Сатане плевать на них. Есть злые духи, которые этим воспользуются, конечно, но итог у этих людей плачевный. Очень плачевный. Так что этим всем баловаться не рекомендую. И для людей, некоторых, хочу сказать, что соборное колдовство вообще нельзя трогать до 24 лет. Абсолютно. То есть кладбищенское и прочее, прочее. До этого возраста лучше вообще это не трогать, потому что это начинает приводить к безумию. А дальше решать этим людям, конечно, как хотят, так пусть себя и ведут. Я надеюсь, что я объяснила полную суть, значит, вот этих понятий. Желаю вам удачи и всех благ.